Всем привет! Сегодня приготовим вкусный, красивый и нежный торт, который под силу сделать каждому. Готовится он несложно из самых обычных продуктов. Для его приготовления не нужны никакие специальные инструменты. Сначала приготовим бисквит. 6 яиц разделяем на желток и белок. Разделяем аккуратно, чтобы в белки не попал желток. Сюда же добавляем щепотку соли. Белки начинаем взбивать и постепенно насыпаем 130 грамм сахара. Взбиваем белки с сахаром до крепкой и устойчивой пены. Во взбитые белки добавляем по одному желтки, не прекращая взбивание. Перемешиваем до однородности. Сюда же во взбитые яйца просеиваем 150 грамм муки через сито в 2-3 подхода, каждый раз перемешивая тесто лопаткой. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы тесто осталось воздушным. Именно из-за этой воздушности бисквит поднимается в духовке. Тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно, иначе бисквит не поднимется. Тесто равномерно распределяем по форме. Диаметр моей формы 21 см. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 35 минут. Готовый бисквит достаем из духовки и ставим на решетку вверх дном. Даем ему полностью остыть, а еще лучше отлежаться ночь. Тогда он будет хорошо резаться и меньше крошиться. Бисквит уже остыл и настоялся. Достаем его из формы. Разрезаем бисквит на 3 примерно одинаковых коржа. С верхнего коржа срезаем корочку, она нам не понадобится. Приготовим малиновый джем. В сотейник кладем 250 грамм малины. Насыпаем 60 грамм сахара и 1 столовую ложку крахмала. Все ставим на маленький огонь. Сразу же ложкой все перемешиваем и разминаем малину, чтобы она пустила сок. Я использую кукурузный крахмал, но можно взять и картофельный. После того, как малина закипит, готовим ее еще примерно 1-2 минуты и снимаем с огня. Обязательно постоянно перемешиваем. Готовый джем горячим переливаем в сито. Перетираем, чтобы избавиться от косточек. Если они вам не мешают, то можно не перетирать. Готовим сироп для пропитки бисквита. В миску наливаем полстакана воды и насыпаем полстакана сахара. Ставим на огонь. Сироп доводим до кипения, кипятим 1 минуту и снимаем с огня. Сиропу даем остыть. Когда все остыло, готовим крем для торта. В миску кладем 400 грамм творога. Я использую творог жирностью 9%. Наливаем 100 мл сгущенного молока. Все взбиваем погружным блендером до однородной массы. В отдельную миску кладем 300 грамм мягкого, но не растопленного сливочного масла и насыпаем 100 грамм сахарной пудры. Все взбиваем миксером до побеления масла. Это занимает примерно 3-4 минуты. Во взбитое масло добавляем подготовленный творог. Все перемешиваем лопаткой до однородности. Крем готов. Крем перекладываем в кулинарный мешок. Если крем получился сильно жидким, то его можно поставить в холодильник, чтобы он охладился и стал более устойчивым. У мешка отрезаем небольшой кончик. Складываем торт. Кладем на блюдо первый бисквит. Хорошо пропитываем его сахарным сиропом. Наносим крем на корж в виде вот таких шариков. Начинаем отсаживать крем с края, а затем заполняем ими весь оставшийся бисквит. Вместо кулинарного мешка можно использовать обычный плотный мешочек, например, пакет для заморозки овощей. Сверху крем поливаем приготовленным малиновым джемом. По краям джем не наносим, чтобы он не выливался по бокам.
Накрываем вторым бисквитным коржом. Его точно так же пропитываем сиропом. Наносим крем. Затем наносим малиновую начинку. Накрываем третьим бисквитным коржом. Его тоже пропитываем сахарным сиропом. Красиво наносим на него последний слой крема. Торт готов. Ставим его в холодильник настаиваться примерно на 4 часа. Я оставила его на целую ночь. Прошла ночь, украшаем торт. Сверху красиво выкладываем ягоды малины. Также я украшаю его ягодами голубики. И листиками мяты. Этот торт можно украсить и любыми другими ягодами или фруктами. Торт готов, можно подавать на стол. Торт с малиной получился очень вкусным и красивым. Нежный сладкий сливочный крем прекрасно сочетается с легкой кислинкой малиновой начинки. Готовится такой торт несложно и достаточно быстро. Специальных инструментов при приготовлении не требуется. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравился такой легкий бисквитный торт с малиной, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.